Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я изготовлю заточной станок, на котором можно будет удобно, быстро и комфортно затачивать токарные самодельные резцы. За основу этого проекта буду использовать наждак Ресанта, он на 450 Вт, частота вращения 2950 оборотов в минуту. На этом наждаке имеется своя собственная подсветка, и здесь стоят круги диаметром 200 мм. В общем, какова концепция самого проекта? Наждак я поставлю на основание. Основание изготовлю из квадратной профильной трубы. Наждак зафиксирую к этому основанию. И что будем делать дальше? Дальше эту часть с левой стороны я полностью оставляю, за исключением вот этой части и вот этой части. Круг этот я тоже оставляю, потому как на нем очень хорошо затачивать как сверла, так и резцы из быстрореза. Единственное, что я сюда сделаю, скорее всего, столик с возможностью регулировки как по высоте, так и по углу. С правой стороны здесь это все будет полностью демонтироваться, круг я тоже сниму. Сюда поставлю два алмазных круга, один с радиусной поверхностью, другой в виде чашки. Также изготовлю сюда вот такой столик, именно на эту сторону. Во всю длину я делать его не буду, потому что не хочу включать станок в реверс, дабы не открутилась вот эта гайка. Столик здесь будет маленький, небольшой, потому как у меня резцы сечением 12 на 12 мм, мне здесь большой стол совсем не нужен. Стол будет иметь возможность поворота на 30 градусов вниз, что обеспечит мне любой угол, который мне будет необходим. На этой части столика, скорее всего, изготовлю паз, на который можно будет ставить импровизированный транспортир и гонять резец по всей плоскости абразива для равномерного износа. Транспортир позволит мне выставить необходимый угол 60 градусов, 55 градусов, а также есть сейчас острая необходимость изготавливать фасонные резцы. Мне это очень сильно пригодится. Ну а что еще добавим сюда? Ну это уже посмотрим во время изготовления этого приспособления. В этом проекте буду использовать алмазные круги двух видов. Один у нас с радиусной поверхностью и один обыкновенная чашка. Здесь две чашки, только что разная зерница порошка. Круги, как по мне, дорогущие, но никуда не денешься. Алмазный шлифовальный круг радиусный. Диаметр у него 150 мм, ширина его 6 мм, радиус 3 мм. Зернистость порошка 80-100. Маркировку, если кому надо, можете вот здесь сейчас посмотреть. 150 на 6 на 5 на 3 на 32 АС4. Зернистость 80-100. Этот круг необходим для того, чтобы наводить стружкозавивающие канавки на самих резцах. Также были приобретены две чашки, они абсолютно одинаковые. Это полтавские чашки с разной зернистостью. Чашка диаметром 150 мм, ширина абразива 20 мм, толщина абразива 3 мм. Его паспорт, зернистость здесь порошка 80-100, круг 150, 20 на 3 на 40 на 32. Ну и вторая чашка точно такая же, с такими же параметрами, только что здесь зернистость порошка 125-100. На все чашки имеются паспорта, все чашки вроде бы как отбалансированы, но это мы посмотрим, когда поставим их на оправки и включим наждак. Итак, правую сторону наждака я уже полностью разобрал, снял защиту, снял круг и немножко шлифанул мелкой шкуркой сам вал, потому как был он в ужасном состоянии. За кадром изготовил оправку для алмазных кругов, выглядит она следующим образом. Изготовил из алюминия по банальной причине. У меня нет стальной заготовки такого диаметра. А диаметр здесь заготовки 52 мм. Внутри расточено отверстие 12,7 мм, как в этот вот вал. Снаружи проточено диаметром 32,2 мм, как раз таки под внутреннее отверстие самих кругов. То есть в натяжечку они здесь садятся. Ну и прижимается все это дело вот такой шайбой. Здесь внутри проточка диаметром 32,2 мм, глубиной 6 мм. Алгоритм действий следующий. Надеваем на вал. Сюда мы надеваем оба алмазных круга. Прижимаем их вот этой шайбой. И с этой стороны мы закручиваем обыкновенную гайку. Ну, соберем. Надеваем оправочку. Есть. И пошли алмазные круги. Сначала радиусный. Потом чашка. С этой стороны надеваем шайбу и закручиваем гайку.
Ну, вот как-то так. Пока я тут крутил и вертел, пробовал, не пробовал, успешно сгорела лампочка. Стоит тут обыкновенная 12-вольтовая лампочка на 21 ватт. Я быстренько сбегал в магазин и купил на прозапас 3 штучки. Это обыкновенная лампочка от поворотников. И вставляется она точно так же. Нажимаем пружинку и поворот. Ну а теперь попробуем, запустим. Отлично. Ничего не бьет, не колотится. Круги не бьют. Превосходно. Отлично. Просто отлично. Ну, теперь необходимо сварить каркас и придумать сам столик сюда. В качестве заготовок для заточного станка буду использовать квадратные профильные трубы 20 и 15 мм, а также листовой металл толщиной 3 мм. Размечаю трубу в размер и нарезаю все при помощи УШМ. Делаю предварительную раскладку заготовок на столе. Размер основания для станка составил 310 на 220 мм. Перед сваркой на наждаке снимаю с заготовок все заусенцы и стачиваю фаски. Зафиксировав правильную геометрию каркаса при помощи угольников, прихватываю каркас на сварочные точки, после чего все переворачиваю и свариваю всю конструкцию сплошными сварочными швами. Сварочные швы обрабатываю лепестковым кругом, зафиксировав каркас в тисках. После обработки кладу на основание 3-мм лист металла, вырезанный в размер каркаса. На разметочном штангенциркуле выставляю размер 10 мм и наношу разметку по периметру всего листа. Затем размечаю места под отверстия. Керню места под сверление, после чего сверлю сквозные отверстия диаметром 4 мм, а затем зинкую сверлом диаметром 8 мм под шляпку винта М4, чтобы полностью провалилось. Кладу лист металла на каркас и разметочным маркером переношу разметку. Керню по разметке и сверлю отверстия диаметром 3,3 мм, после чего нарезаю в них резьбу М4. Теперь винтами М4 собираю всю конструкцию в единое целое. Ставлю наждак на основание. Размещаю все согласно задумке, после чего разметочным маркером переношу разметку с ножек наждака на основание. Керню места под сверление и сверлю 4 сквозных отверстия диаметром 5 мм, после чего нарезаю в них резьбу М6. Для того, чтобы не обломать жидкие ножки наждака, я буду использовать резиновые шайбы для монтажа поликарбоната. Вставляю в них винты и притягиваю наждак к основанию. Итак, основание для наждака уже полностью готово. Здесь уже на базе этого основания можно будет прикрутить какой угодно столик под камень. Ну а что касаемо столика с регулировками под алмазные шлифовальные чашки, здесь я буду уже использовать выдвижной столик на базе 15 квадратной профильной трубы. Здесь специально для этого оставлены внутри сквозные отверстия. Из 15 профиля я сейчас сварю каркас самого будущего столика. Фиксироваться он будет к основанию следующим образом. Здесь будет наварена и тут будет наварена гайка для усиления. И винты с накаточками будут прижимать. То есть мы пододвинули столик, прижали, прижали. Все, он намертво зафиксирован к основанию. Ну, теперь собираем сам каркас стола и двигаемся дальше. Основу для стола изготовлю из 15-мм квадратной профильной трубы. Размечаю необходимые размеры заготовок и отрезаю при помощи УШМ. В одной из заготовок необходимо просверлить сквозное отверстие под выточенные заранее втулки диаметром 14 мм. Зажимаю заготовку в тисках и сверлю сквозное отверстие диаметром 14 мм. После чего распиливаю заготовку по отверстию на две части. Зажимаю две втулки в тисках, подгоняю к ним две заготовки труб и свариваю их между собой на сварочные точки. Также свариваю каркас стола. Ну, в общем, основу выдвижного столика сварил. Нормуль. Теперь необходимо приварить сюда две стойки. Они у нас будут, то есть вращение как раз таки стола. На какой высоте это все сделать? Я планирую опустить
ниже оси примерно на 10 мм. Ну, с учетом толщины металла, которая будет сверху, скорее всего, этого будет достаточно. А может быть, надо взять еще и побольше. В общем, подрезаю сейчас в размер, привариваю к этому основанию и для жесткости добавляю еще 2 косынки под 45 градусов для усиления, чтобы не елозила эта ось туда-сюда. На основании сверлю отверстие диаметром 5 мм и нарезаю в нем резьбу М6. Оно нужно для фиксации стола. Выставив стойки стола четко по размерам, свариваю конструкцию на сварочной точке, проверяя соосность втулок. Нарезаю 2 раскосины при помощи ушеем и усиливаю ими каркас стола для жесткости. Итак, каркас для правого столика полностью сварен. И немножко даже я его шлифанул. То есть, когда необходимо, его можно будет просто полностью вытаскивать, чтобы использовать полностью всю чашку. Что делаем дальше? Дальше необходимо вырезать сам столик. Вырежу из листа металла. И буду делать это методом научного втыка, потому что я хочу немножко залезть вглубь самой чашки, для того, чтобы на маленьких отрезных резцах можно было править правую сторону. Для этого сейчас грубо отрежу с листа 90 градусов и буду немножко подтачивать, чтобы она заползла в саму чашку. Сама приспособа у меня опущена по отношению оси примерно на 10 мм, то есть, грубо говоря, даже если стол я буду опускать, он не будет цепляться за вот эту ось самого наждака. Изготовил я за кадром столик, а точнее 2 столика, для чего нужна вторая, объясню попозже. За кадром изготовил, потому что уже было поздно, я устал просто-напросто снимать. В общем, как мы можем видеть, в чашку столик вылезает просто отлично. Можно будет сюда засунуть резец отрезной. Все нормально, все четко, мне нравится. С обратной стороны приварены были 2 вот таких вот ушка с отверстием на 8 мм. И также приварил еще вот такой транспортир. Здесь тоже диаметр 8 мм. Для чего он нужен? Он нужен для быстрой смены угла и фиксации его при помощи вот такого болта с накаточкой. От резьбового соединения типа таурлэпа я отказался, потому что если нужна в работе очень быстрая смена углов, то есть с ним намаешься, крутить-вертеть мне как бы не очень хочется. А здесь вот просто ослабил болт, повернул, затянул болт. Все намного быстрее. По поводу болтов с накаткой. Изготавливаю их составные, отдельно шпилька, отдельно болванка. Я считаю, что изготовление такого болта из единого куска материала это просто расточительно. Отдельно накатал болваночку, нарезал сколько надо, внутрь нарезал резьбу подходящую, вставил шпильку и с этой стороны заварил. Все, функция та же самая, экономия материала налицо. Ну а теперь соберем столик с каркасом. Столик подфиксируем немножко, чтобы не болтался. Ну и собираем. Здесь все элементарно просто. Так, болтики М8. Раз и 2. 2 шайбочки. Ну и пока обыкновенные гаечки. После того, как я уже соберу его полностью, я закручу сюда гаечки с нейлона, чтобы они не откручивались. Ну вот, а сюда закручиваем вот такой удлиненный. Здесь проделано отверстие сквозное и приварена гайка, чтобы было мясо для резьбы. Ну вот, фиксация надежная, быстрая, четкая. Сейчас на данный момент выставлено, вот пропил сделан ровно под 90 градусов по отношению к кругу, чтобы сразу не маяться, не придумывать ничего. Задвигаем полностью до упора и затягиваем. Все, стол готов, стоит намертво. Что касаемо второго столика. Для чего он был изготовлен? Во-первых, он полная копия первого стола. И для чего он нужен? Дело все в том, что на этом столике я бы хотел видеть паз. Для чего он нужен? Для того, чтобы можно было ставить импровизированный транспортир и затачивать резцы под определенными фиксированными углами. Например, резьбовые резцы. Но здесь этот паз сделать не могу. Почему? Потому что толщина заготовки у меня здесь всего-навсего 3 мм. Фрезеровки здесь я сделать никакой не могу. Был предпринят такой хитрый ход. Изготовлен второй, точно такой же столик. Я его прикручу при помощи винтов. Пододвину к чашке. Начерчу чертилкой тот паз, который мне необходим. После чего сниму и отрежу все при помощи ушеем.
Тем самым у нас получится паз без фрезеровки. Хитрый и простой ход. Что касаемо поверхности второго столика. Лепестковым кругом при помощи болгарки я прошелся крест-накрест 4 раза. В итоге получилась вот такая вот бугристая поверхность. Это отдаленно напоминает шабрение, но как таковым не является. Для чего это нужно? Для того, чтобы уменьшить трение затачиваемой заготовки. То есть заготовка будет ползать по буграм, тем самым трение ее поверхность будет наименьшим. Прикручиваю стол на 4 винта. Ставлю линейку, касаясь чашки с двух сторон. После чего чертилкой провожу линию. От этой линии отмечаю 15 мм и провожу вторую линию. Это и будет будущий паз. Отрезаю заготовки по размеру при помощи ушеем, а сам рез выравниваю на лентошлифовальном станке. Паз изготовлен. Сразу же, если мы не пользуемся транспортиром, сделал вот такую вот заглушку. Все ровненько, все четко. Если необходимо пользоваться транспортиром, то ставим транспортир. Изготовлен он довольно-таки просто. Лист металла, точно такая же пластинка, как и здесь, шириной 15 мм. Ну и сам язычок устроен следующим образом. Здесь приварена 6-миллиметровая шпилька. Везде сделаны зазубрины, чтобы не проворачивалось. И плюс 2 медные шайбы, что обеспечивает довольно-таки суровую фиксацию. Ну и для чего он в принципе нужен? Допустим, затачиваем резьбовой резец, ну это просто так взято для примера. Выставляем 30 градусов, фигачим по всей плоскости абразивного материала. Разворачиваем на 30, фигачим то же самое, получаем угол 60 градусов и равномерный износ абразива на самой чашке. С этой частью покончено. Теперь необходимо заняться подручником с левой стороны. Ну, его точно нужно менять, потому что вот это полная дребедень. Наверное, сделаем опору, сделаем промежуточную рейку и сам столик, который немножко будет заходить еще и на сам круг. То есть у нас будет возможность поднять как по высоте, так и отрегулировать по углу. На листе металла толщиной 3 мм размечаю будущий упор. Сверлю отверстие на станке. При помощи ушей делаю 2 прорези и выламываю ненужную часть пассатижами, после чего отрезаю нужную заготовку. Разбираю недоделанный упор с наждака и отпиливаю все лишнее. На фрезерном станке на промежуточной рейке фрезерую паз диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Он необходим для возможности производить регулировку упора. Всю конструкцию стягиваю болтами и прихватываю на сварочные точки, как к упору, так и к основанию. Гайки тоже привариваю. Вся конструкция в сборе прикручивается к основанию при помощи 2 болтов М6. Итак, мои дорогие друзья, заточной станок я наконец-таки собрал, потратил большое количество времени на доводку всех мелочей, в итоге сделал так, как я хочу и так, как я планировал. Станок сейчас полностью в работе. Для чего он мне нужен? Он мне нужен для дальнейших экспериментов с режущим инструментом. То есть все, что будет касаться напаек, твердый сплав, резцы, сверла, все такое прочее. То есть он мне будет помогать выдерживать нужную мне геометрию, экспериментировать и все такое прочее. Сейчас на данный момент станок полностью в работе. Только что не покрашен. Покрасить я его сейчас не смогу, потому что куда-то запропастил скатерть, чтобы не испачкать весь стол. Будете без красивой превьюшки. Ну уж не обессудьте, ребят. Но он полностью в работе. Итак, левый упор под левый круг. Значит, здесь круг оставлен, как я уже говорил, стандартный, потому что на нем очень удобно и быстро затачивать сверла и резцы править из быстро режущей стали. Сам упор прикручен к станине на 2 болта М6. Здесь я отказался от гаек, точнее от болтов с накаткой в пользу болтов под ключ. Почему? Потому что здесь нужно очень серьезное усилие, чтобы этот весь каркас был очень жестким. Почему? Не дай бог там сверло дернет, закусит и все такое прочее. То есть она должна стоять как скала. И это правильно. В общем, здесь есть масса регулировок на данный момент. Я прям с головы это все взял, потому что
Не знаю, во время работы, может быть, что-нибудь изменю. В общем, по высоте выше, ниже, плюс углы. Тут даже можно, в принципе, какие-то маломальские дешманские ножики затачивать. То есть, в принципе, здесь все так sehr good. Вот даже вот такой вот угол атаки есть. Вот, ну, на данный момент, вот в самом нижнем положении, это как раз-таки на оси вращения самого круга. Пусть оно пока так и будет. Приловчусь в дальнейшем, что-нибудь даже и придумаю. Возможно, даже что-то и какую-то насечку здесь сделаю, чтобы можно было сверла сразу сходу ставить. Ну, сверла я могу затачивать и так, без всякого упора, без всякой приблуды. Что касаемо столика под алмазные шлифовальные круги. Вещь реально очень удобная и настолько ускоряет работу, но я просто не могу вам передать словами, насколько удобно с ним работать. Его можно полностью снимать, если есть желание работать с самой чашкой, либо с радиусным кругом, для, например, вручную наведения стружкозавивающих канавок, как вот на этом резце. Кстати говоря, именно сделал я вручную. Можно работать и с упора на самом столике. Я уже попробовал разные возможные варианты. Понравилось и так, как угодно. То есть можно просто вот упереть в столик и вот так вот наводить. Сейчас столик на данный момент стоит под 90 градусов. Есть возможность регулировать под очень агрессивные углы. То есть вот это вот максимум, насколько можно. Не знаю, нужно ли это будет в работе или нет, но посмотрим в дальнейшем. Дальше в будущем я здесь сделаю разметку градусную, чтобы можно было быстро менять углы. Ну, это все я сделаю в дальнейшем. Здесь стоит сейчас на данный момент заглушка, которая не мешает движению заготовки по столу. Если убрать эту заглушку, можно поставить транспортир. Плотно сделал, аж цепляется. Транспортир, ребят, это такая штуковина офигенская. То есть резцы под резьбу точатся вообще на раз-два, без всяких шаблонов. Я уже попробовал один из ВК-8 заточить под метрическую. Блин, классно, сказочно. Алгоритм действий такой, то есть к этой плоскости. Ставим резичек, выставляем градус, который необходимо. И вот так вот мы скоблим, скоблим, скоблим. Разворачиваем в другую сторону. Скоблим, скоблим, скоблим. Плюс этой приспособы в том, что мы равномерно изнашиваем саму чашку, то есть не появляется никаких ямочек и всего такого прочего. Здесь уже изначально я запланировал такой вот целик, сделал в виде уголка. Сделаю разметку градусную 0, минус 45, плюс 45. Этого будет более чем достаточно. Возможно, еще конструкцию каким-либо образом изменю. Штука реально очень удобная. Кто не пользовался, попробуйте, сделайте, просто будете в шоке, насколько это удобно. Ну, сейчас, на данный момент, у меня, в принципе, все резцы уже во время испытаний попереточены. Остался вот такой вот более-менее убогий проходной упорный резец. Ну, покажу сейчас просто, как для примера заправить эту сторону и вот эту сторону. Просто ради демонстрации, не более того. Так вы, конечно, этот станок увидите в работе в дальнейшем, когда я буду экспериментировать с резцами. Выставим угол примерно в 7 градусов. Это где-то вот, наверное, вот так. Ну да, где-то так. Фасочка моментально можно сделать вот так вот. Оп. Красота, да и только. Давайте покажу, как транспортир в работе. Хоть это и не резьбовой, но все-таки. Ну, вот примерно выставляем угол, который нужно. Вот так. Насколько легко, быстро и просто.
Чисто грубятина. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. Проектом я остался очень доволен. Как по мне, станок получился просто огонь. У меня он будет работать постоянно. Он будет часто мелькать в следующих видеороликах, потому что заточка инструмента — это неотъемлемая часть любых металлорежущих работ. У меня будет появляться большое количество токарных резцов. Любой токарь вам скажет, что набором стандартных резцов со стандартными с пластинками не обойтись. Нужны специальные подточные, расточные, фасонные и все такое прочее. Их нужно изготавливать самому, нужно уметь их затачивать. И для этого у меня теперь есть помощник. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!